Главные новости сегодняшнего дня. Сотрудники комитета и Федеральная служба безопасности арестовали министра транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Чиновника обвиняют по статье номер 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Стало известно, что за последний год министр Алексей Нечаев незаконно растратил государственные финансовые средства на общую сумму 33 миллиона рублей. До решения суда, которое состоится 11 апреля текущего года, чиновник будет находиться в следственном изоляторе. Ушел из жизни известный сериальный актер Олег Юдин. Олегу Николаевичу было 63 года. Он принимал участие в таких известных сериалах, как «Универ», «Склифосовский», «Скорая помощь», «Москва. 3 вокзала», «Молодежка» и многие другие. Причина смерти артиста не разглашается. Министерство юстиции России, команда Михалкова и прокуратура Российской Федерации признали инагентами двух известных публичных личностей. Это бывшая телеведущая Первого канала телевидения Жанна Аглакова и артист и журналист Рустем Адагамов. Жанне Аглаковой и ее напарнику грозит до 12 лет лишения свободы. Телеведущая и журналист обвиняются в распространении недостоверной информации о спецоперации и разжигании ненависти. Сегодня ночью на трассе Челябинск-Москва погиб первый муж певицы Максим, известный музыкальный продюсер, звукорежиссер и композитор Олег Прозетов. Олегу Прозетову было 53 года. По данным следствия, джип-внедорожник музыканта столкнулся с грузовой фурой. Водитель фуры не пострадал, а музыкант погиб. Олег Прозетов известен тем, что записывал первые музыкальные хиты певицы Максим и помог ей начать сольную карьеру. Пресс-служба комитета сообщает чрезвычайные новости о известном эстрадном певце Прохоре Шаляпине. Совсем недавно команда Михалкова и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным приняли решение отправить Прохора Шаляпина в зону спецоперации, чтобы эстрадный певец искупил свою вину. Зрители с большим стажем могут помнить, что Прохор Шаляпин виновен в конфликте, который произошел еще осенью прошлого года между известным артистом и легендарным композитором Александрой Пахмутовой. Однако в зоне СВО в первые же дни Прохор Шаляпин повел себя крайне неадекватно. Стало известно, что уже на третий день пребывания на СВО Прохор Шаляпин без разрешения своего начальства покинул свою команду и даже попытался перейти на сторону другой страны. По словам Александра Бастрыкина и Андрея Белоусова, в данном случае Прохора Шаляпина уже ждет реальное уголовное наказание, и прощения известному певцу больше не будет. Сегодня утром ушел из жизни директор и создатель Дорожного радио Андрей Михайлов. Андрею Михайлову было 54 года. Причина смерти не уточняется, однако, по словам родственников, Андрей Михайлов умер во сне. Андрей Михайлов создал Дорожное радио в 2003 году и до 2023 оставался генеральным директором компании. В зоне спецоперации погиб бывший заместитель главы Свердловской области Сергей Уткин. Чрезвычайное происшествие случилось во время выполнения задания. Отметим, что ранее чиновник был осужден за получение взятки в особо крупном размере и некоторое время находился в колонии. На спецоперацию он попал прямо из исправительного заведения. Местные филиалы антикоррупционного комитета и российская общественность по требованию жителей России отменили все концерты Филиппа Бедросовича Киркорова в Москве, Владивостоке и Санкт-Петербурге до 1 июня текущего года. Данное решение было принято с постоянными жалобами на музыкальные выступления известного артиста и на длительную неуплату налогов. По некоторым данным, Филипп Бедросович Киркоров
утаил крупную денежную сумму в размере 150 миллионов рублей только за последний год. Помимо этого, представители других регионов также попросили ограничить музыкальные выступления Филиппа Киркорова и в других городах Российской Федерации. У супруги известного телеведущего Дмитрия Диброва, Полины Дибровой, обнаружили странное, пока малоизвестное заболевание. За последние 2 года Полина Диброва резко потеряла в весе и сильно облысела. Лечащие врачи пока не дали этому точного объяснения, однако существует 2 версии. Или же это неудачная процедура по наращиванию волос, или же серьезное заболевание. Отметим, что некоторое время назад семья Дмитрия Диброва находилась на грани развода, однако все же Дмитрий Дибров и его супруга смогли сохранить семью. Трагически закончилась свадьба известного российского футбольного вратаря Вячеслава Малафеева. Вячеслав Малафеев женился в 3-й раз. Супругой 45-летнего футбольного вратаря стала российская спортсменка, гимнастка, 25-летняя Ангелина Шкатова. К сожалению, прямо во время праздничного застолья у супруги Вячеслава Малафеева случился анафилактический шок. Позже стало известно, что супруга Вячеслава Малафеева страдала аллергией. Возможно, следствием трагического события стала реакция организма на экзотические продукты, которые были на свадьбе. Сегодня день рождения у сотрудника комитета известной актрисы Веры Алентовой и у лидера группы Любэ Николая Расторгуева. Вере Алентовой исполняется 83 года, а Николаю Расторгуеву 68. Известная певица Валерия закончила свою музыкальную карьеру. Причиной данного события стало трагическое происшествие, которое случилось накануне на Кунцевском кладбище столицы, где певица Валерия посещала могилу своей старшей дочери от первого брака, которая ушла из жизни летом прошлого года. Прямо на кладбище у певицы Валерии произошел сердечный приступ. Позже врачи Московской больницы диагностировали у певицы Валерии обширный инфаркт. Медики заявляют о очень серьезном состоянии певицы и не рекомендуют ей больше выходить на музыкальную сцену. По всей вероятности, певица Валерия прислушалась к советам врачей. Надо отметить, что в последнее время в семье певицы Валерии не все в порядке. Совсем недавно у известной певицы произошел серьезный конфликт со своим супругом, а еще ранее они оба привлекались к уголовной ответственности за ведение незаконного бизнеса на территории России. Заявку о вступлении в команду Никиты Михалкова подал известный артист Марат Башаров. Однако Марату Башарову было отказано в связи с ненадежностью и социальной позицией известного артиста. Сотрудники комитета известная актриса Ирина Муравьева и спортсмен Хабиб Нурмагомедов благополучно вернулись из опасной командировки. Теперь они готовятся к новому выезду. На этот раз проверка пройдет в городе Сочи. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.